Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами проведем очень простую, но в то же время достаточно эффективную практику. Эта практика, по практику лучше всего проводить на убывающую луну. А, друзья, у нас сейчас с вами убывающая луна. Таким образом, мы, проводя эту практику, таким образом можем закрыть двери от безденежья, от нищеты, от финансовых несчастий и проблем, и притянуть в свою жизнь богатство, изобилие, достаток и благополучие. Друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца для того, чтобы правильно провести эту простую практику и действительно достигнуть тех целей, которые вы ставите перед собой. Вы знаете, очень часто в последнее время у многих людей по разным причинам в жизни происходят постоянные какие-то финансовые проблемы, постоянно финансовые неурядицы, трудности. И бывает так, что человек даже работает на 2-3 работах, но деньги, как бы человек ни старался, они постоянно куда-то утекают сквозь пальцы. И мы рекомендуем обязательно сделать следующую практику. Вы удивитесь, но она достаточно простая, и сделать ее может абсолютно любой человек. Дело в том, что вы в своей жизни обязательно должны обратить внимание на свою входную дверь, потому что через входную дверь проходят определенные потоки энергии, в том числе и денежная энергия. Проверьте так, чтобы денежная энергия текла в вашу жизнь беспрепятственно. И вот очень важно, чтобы вы своими мыслями, своими руками, своими силами и энергией создали определенные условия. И в данной практике, друзья, нам поможет ваша входная дверь, в ту дверь, в которую вы постоянно входите в квартиру или в дом и выходите. Обращаем ваше внимание, что ваша входная дверь ни в коем случае не должна скрипеть. Замок должен работать всегда исправно. И самое важное — это ваш порог, потому что порог — это граница между внутренним и внешним миром. И порог должен быть всегда чистым. Особенно это касается в зимний период времени, когда вы приходите в сапогах, например, тех же грязных, и после этого не убираете. Очень важно, чтобы всегда ваш порог был чистым. Также, друзья, если вы у себя заметили, что ваша дверь грязная, как-то поцарапанная, неухоженная, обязательно приведите и в порядок свою дверь, порог и все, что прилагается. Тот же замок, видите, что он постоянно работает у вас как-то неисправно или с переменным успехом, замените замок. Петли, если вы видите, что там что-то скрипит, почините, смажьте, покрасьте. Это очень важно. Также, если у вас на пороге старый коврик, замените его новым. Благо сейчас в нашем современном мире достаточно много различных ковриков, которые могут действительно вас очень порадовать. Поэтому найдите тот коврик, в который вы будете заходить и будете чувствовать, что да, вы дома. Очень важно, чтобы вы далее сделали эту практику. Эту практику вы можете сделать в любой день недели. И также мы рекомендуем все-таки на убывающую луну, но если вы смотрите, когда в другое время, обратите внимание на лунный календарь, то ее можете сделать в любое время. Но все же, если, например, сейчас убывающая луна, то обязательно не поленитесь и сделайте. Для проведения этой практики вам понадобится всего лишь 2 ингредиента. Это вода и немного соли. Итак, набираем водички и разбавляем соль. И вот обязательно вот этой водой мы моем нашу дверь. Возьмите для этого ведро или какую-то миску и сначала наберите воды, далее бросьте щепотку соли. Обязательно мойте хорошо дверь, протирайте дверь, обязательно не забудьте внимание и уделить порогу. И после того, как вы все это вымоете, вам нужно 7 раз произнести следующие магические слова. От дурного отмываю, дверь богатства открываю, да будет так.
После того, как вы сказали слова эти 7 раз, воду можно вылить в унитаз или в канализацию. И после этого можете заниматься своими делами. Обращаем ваше внимание, что если у вас достаточно сильные финансовые проблемы, ну, например, у вас постоянно какие-то долги, кредиты, и вы видите, что, ну, вы работаете на нескольких работах, и у вас ничего не получается изменить, что как бы вы ни делали, то тогда хотя бы данную практику проводите раз в неделю в течение месяца. То есть раз в неделю, то есть получается 4 раза в месяц. И вы увидите, как перед вами значительно будут открываться дороги, как у вас будет налаживаться финансовый поток и как легко, непринужденно начнут поступать деньги к вам в дом. Обращаем ваше внимание, это мы не говорим о том, что у вас должны сразу вам на голову посыпаться пачки денег. Нет, деньги приходят через что-то. Например, у вас могут появиться новые возможности. Возможно, вас повысят по службе. Или вы, например, найдете какую-то достаточно хорошую, высокооплачиваемую работу, а кому-то вернут долги. Только здесь очень важный момент, чтобы вы не испугались вот тех возможностей и тех предложений, которые начнут появляться в вашей жизни. Очень часто бывает такая ситуация, что человек у высших сил Вселенной попросил, чтобы финансовые потоки открылись, чтобы появились новые возможности, работа и так далее. И человеку появляется, например, его приглашают на более высокооплачиваемую работу, или ему предлагают стать начальником отдела, или топ-менеджером, например, по региону и так далее. Человек в этот момент теряется. Он считает, что он этого не сможет, у него не хватит сил, энергии и так далее. То есть он становится в этот момент неуверенным. И вы знаете, в таком случае вы падаете еще дальше, еще вниз, потому что высшие силы дают вам возможность, а вы просто отказываетесь. Соответственно, вы не можете выйти на новый уровень в своей жизни. Поэтому, чтобы такого не было, друзья, любая возможность, которая у вас будет появляться, сразу за нее беритесь. Кроме того, кто-то сейчас скажет о том, ой, ну как же я могу пойти на более высокооплачиваемую работу, если у меня не хватает опыта, знаний и так далее. Вы должны понимать, что вы сами себя ограничиваете. Нет людей идеальных. Все мы равны, мы пришли в этот мир с равными возможностями и правами. Да, нас ограничили, но если мы сами будем мудрыми и будем, например, нас приглашают на работу стать, например, начальником отдела или топ-менеджером, или тем же главным бухгалтером. Не зацикливайтесь на том, что вы чего-то не знаете. Вы так думаете, что вы ничего не знаете, когда вы что-то будете не знать, потому что мы, знаете, мы не энциклопедия Википедии. Соответственно, у нас есть для этого есть интернет, есть литература, есть люди, знакомые, с которыми мы всегда можем посоветоваться, и всегда мы можем узнать, как же нам правильно поступить в той или иной ситуации. Но помните о том, что вы должны сами сделать выбор, а не так прослушать соседа свою и сделать так, как она сказала. Нет, всегда научитесь спрашивать у одного человека, второго, третьего, читать в интернете литературу всевозможную, и только после этого принимать как решение. Потому что, когда вы слушаете какого-то человека, это не ваше решение, но уже на подсознательном уровне вы приняли чью-то информацию и вы успокоились. Таким образом, вы уже первоначально приняли не свое решение, а взяли решение вопроса, как вы посчитали, более легким вариантом, например, вашей соседки, подруги или мамы, например. А у вас на интуитивном уровне вы чувствуете, что вам нужно сделать по-другому. Вот сделайте так, как вы считаете нужным. Поймите, нет правильных решений, только наш опыт, только наши знания помогают нам развиваться. И вы благодаря вот этим знаниям увидите. Также обязательно не забывайте благодарить Вселенную за те знания, за ту помощь, которую вы получаете, потому что в вашей жизни всегда будут происходить чудесные события, и эти события действительно могут изменить вашу жизнь. Поэтому говорите: благодарю Вселенную, благодарю высшие силы, благодарю ангелы-хранители. И вот этих слов будет достаточно для энергообмена. Знаете, вот получили, отдайте что-то взамен. Также вы, друзья, можете также
каждое утро просыпаетесь и благодарить высшие силы за то, что у вас есть. Не бойтесь этого делать, потому что таким образом вы действительно можете изменить свою жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Выберите на интуитивном уровне то видео, которое вам больше интересно, и смотрите. Друзья, всех вам благ. И надеемся, что наша информация для вас была полезна и важна.